Привет! Меня зовут Марина, вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Русский язык флективный, что значит в русском языке много флексий, приставок, суффиксов, окончаний. И каждая флексия имеет свои значения, свои функции. Кстати, именно поэтому из-за флексий в русском языке слова изменяются по родам, по числам, падежам, по временам и так далее. В этом видео мы будем говорить о флексиях, точнее мы будем продолжать говорить о флексиях, о префиксах, о приставках по-русски. В этом видео поговорим о приставке «у». Увеличить, унести, убраться, улучшить, уходить, уезжать и другие слова, которые вы наверняка слышали, эти слова с префиксом «у». Давайте вместе познакомимся с основными значениями префикса «у». Итак, первое значение – удаление откуда-либо. Уйти, удалиться, убежать, убрать. Летом вся наша семья уезжает на дачу. Опухоль нужно удалить. Уменьшение в размерах. Урезать, ушить, уменьшить. Мне велико платье, надо его ушить. Полнота действия. Распространение действия на всю поверхность предмета. Уложить, упаковать, усыпать, уставить, увешать. Он весь стол усыпал бумагами. Все стены были увешаны фотографиями. Дальше интенсивность, полнота действия. Уберечь, устоять, уговорить, уверить, укачать, устроиться и другие. Я упросила мать отпустить меня погулять. На улице мороз, надо хорошо укутать ребенка, чтобы не замерз. Реставраторы уберегли иконы от разрушения. Следующее. Наделение объекта каким-либо признаком. Улучшить, ухудшить, убыстрить, усыновить, удочерить, украсить, удесятерить, учетверить, удвоить и так далее. После лечения ваше здоровье улучшится. Работу придется утроить, нам не хватает персонала. Следующее. Исчерпанность действия. Убегаться, утомиться, упахаться, утрудиться. Он так убегался на тренировках, что решил оставить мечту о профессиональном спорте. Ты еще не утомилась от подготовки к экзаменам? Еще одно значение. Префикс «у» выражает удерживание в том состоянии, которое названо мотивирующим, то есть первичным глаголом. Удержать, усидеть, устоять, утерпеть. Я не утерпела и сказала всю правду. Ты не сможешь меня удержать. В некоторых существительных мужского рода префикс «у» выражает совокупность продукта, являющегося результатом действия. Например, доить – удой, ловить – улов. Папа вернулся с рыбалки с большим уловом. Как вы видите, совокупность продукта, который является результатом действия. Ловить – улов. С некоторыми существительными префикс «у» обозначает место, то есть близость к месту или предмету. Например, угорье, то есть территория около гор. И есть некоторые такие топонимы, то есть названия мест. Усолье – территория, которая находится недалеко от места, где много соли. И еще одно значение, префикс «у» с существительными обозначает уменьшение. Например, слово «усадка». Шерсть дала усадку после стирки. А теперь давайте посмотрим на интересные глаголы с префиксом «у». Установить дружеские отношения. Это значит начать общаться как друзья. Уложиться в срок, что значит успеть сделать что-то вовремя. Уйти от ответственности. Не быть ответственным, не отвечать за какую-то ситуацию.
удержаться или не удержаться от смеха, от слез, от желания. Если удержаться, то есть вы смогли собраться и сдержать себя, а не удержаться, вы не смогли побороть смех, слезы, желание, и вы начали смеяться, начали плакать, или у вас появилось желание что-то делать, что-то получить и так далее. Итак, это были основные значения префикса «у» в русском языке, основные, но не все. Если вы знаете какие-то еще значения префикса «у», то пишите их в комментариях. С другими префиксами русского языка вы можете познакомиться вот в этом плейлисте. Мы уже сделали много видео о разных префиксах в русском языке. Вот и все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи.